Друзья, всем привет! Сегодня решил сделать видео по подключению термофена. Сборка финальная и не потребует дальнейших доработок. Подача воздуха и нагрев будет от сети 220. Параметры 300, 350, 400. Все регулируется, тонкая настройка. Итак, для вас сегодня показываю, как легко и просто это сделать. Смотрим только внимательно, а то пропустите, потом пойдут письма, жалобы. Первое, что я сделаю, отпаяю потенциометр, вот такой вот МТ-3608, чтобы поставить точку в надежности моей идеи. А уж потом буду дорабатывать, значит, станцию. Так, берем, значит, и отпаиваем, попробуем, да? Так, этот убираем, проигрыватель. Made in Japan, кстати. Таких в России осталось единицы. О, кинул, он заработал. Мне иностранец подарил в свое время. Чистый Japan. Разбирал, вообще там все путно сделано. Так. Так, здесь у меня подключено, здесь подключено. Можно, значит, подать, значит, воздух по старой методе, по старинке. Так, у меня, видите, лабораторный блок рядом, поэтому мне как бы удобно. Я для вас делаю уже автономно на 220. Без всяких лабораторников будет все работать. Так, воздух подали, чуть-чуть побольше дадим. Нравится мне эта штука. Так, интересно, как они тут припаяли какой-то резистор своеобразный. Смотрите, на трех ножках припаян. Так, давайте-ка я, наверное, выключу и сделаю по-быстренькому, значит, третью руку. Сегодня, наверное, без нее не обойтись, и будет постоянно это. Для этого мне понадобится... Готово. Так. Тут маркировка такая, не поймешь. Поэтому я выпаял и сейчас замерю. Ну, 100 килоомный. Теперь что мы возьмем, значит, USB зарядочку какую-нибудь. USB зарядочку. Так, включим, посмотрим, работает. И отсвечивает вам. Сейчас, подождите. Так, теперь мы возьмем, значит, еще один модуль. Здесь вход, здесь выход. Так, все ясно. Так, сюда минус. А вот сюда плюс. Так, сейчас мы наблюдаем, значит, 14,5. 14,5. Ну, нормально. Можно подрегулировать, 14,5 пойдет. Мы можем туда-сюда еще покрутить, здесь вот за резистор, за шишечку эту. Ну ладно, 14,5 потянет. Вот сюда. Слышим, да, как загудело? А, горячее еще. Крутит только так. Так, берем, значит, проводки и зачищаем.
Так, немножко другой последовательности буду припаивать. Первую на третью буду. Так, вот первое, где у нас было? В обратно, чтобы удобнее крутить было. Иначе... Так, первая здесь. Припаиваем ее на третью. Итак, все припаяли. Что, надо попробовать подключить. Так, по часовой увеличиваем. Видите, они как сделали здесь вот ошибочно. Вот на такой плате МТ-36 против часовой увеличивается. Ну все наоборот, то есть неудобно. Нам надо вольтаж поднять. То есть я поменял третью и первую ножку. И тем самым мы видим прекрасно все. Так, 18, 20, 22. Ну, отлично. 16, 12. Все работает, все отлично. Так, выключаем. Единственное, потом в будущем, наверное, видео не будет. Но я вам тоже скажу, что я поставлю вместо аналога вот цифровой. Вот здесь вот вольтметр. И сюда также поставлю цифровой вольтметр на подачу воздуха 12 вольт. Так, все у нас прекрасно получилось. Резистор я припаял, полностью все работает, ничего не греется. Теперь, значит, это можно все зафиксировать, термоусадочку. Так, кто первый раз на канале, сразу скажу, у меня две ссылочки в описании будут, поэтому по этой сборке, значит. Ну, чтобы было понятнее. Так. Я там рассказываю, описываю, как чего. Так, друзья, работая с 220, будьте крайне осторожны. Теперь берем, значит, и разбираем корпус. Это я покупал за 80 рублей или 76 точнее. Немножко эту плату заизолировать. Так, припаялись на 220. Так, ну маленько дроссель оставил открытым, пусть охлаждается. Так, ну остальное все мы так заизолировали более-менее. Теперь надо придумать сюда вот ручку. Да, вот сюда я ее поставлю. Просверливаем отверстие.
отверстие готово. Итак, все я заизолировал, все платы. Так, можно будет их располагать здесь внутри коробочки. Надо вывести 4 контакта, значит, вне предел коробочки, чтобы подсоединять. Я возьму, вот с материнскими платами идут вот такие вот комплекты. Они бывают лишние, ненужные. Они как раз на 4 контакта. Я делаю из того, что есть. Вот у меня есть такая группа на 4 контакта, они вполне нормальны. И вот обратная. Вот это будет термофен подключаться. Так, вот в это место я его закреплю. Так, ну, корпус у меня невзрачный, поэтому я решил сделать вот такую наклеечку. Так, ну вот уже выглядит более-менее симпатично. Выставил 12 вольт, проверил. Сейчас вот оденем колпачок. Теперь надо обязательно будет сделать на паяльный фен кнопку отключения тена, чтобы сделать продувку. Без этого никак не получится. Так, открываем. Вот такую кнопочку 2-амперную на 220. Где ее лучше приспособить? Ну, где тут в этом месте. Кнопка заподлицо получилась. Нисколько не испортила фильм. Теперь надо отпаиваем, значит, белый провод. Так, кнопка готова. Собираем назад фен. Так, отлично. Так, сейчас уже включим и посмотрим работу фена. Откалибруем. Давайте проверим температуры. Экспериментальным способом выставим метки 300, 350, 400. 3 метки будет достаточно. Ну вот, 300 градусов удачно получилось. Ровно 300 градусов. Себе пометочку сделаю.
В общем-то, получилась шкала 300 градусов я выставил. И по моей картинке одно деление составляет еще 100 градусов. То есть настройка очень тонкая. Так, ну и давайте попробуем. Значит, отпаять SMD резистор на плате. Так, видите, прекрасно отпаяли. И назад припаяем. Делайте такой же паяльный фен. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это был Майер. Пишите вопросы под видео. Обязательно всегда отвечаю на все вопросы. Не стесняйтесь. На моем канале все просто. Каждый может задать вопрос, прислать какую-то идею свою. Всем пока.